После случившегося в мире мы все находимся в шоке. Задаем вопросы почему, зачем, для чего. Очень сложно подобрать нити прошлой жизни и заставить себя создавать контент. Сегодня покажу вам нож от американской компании Steel-Will. Это молодой бренд, который сам занимается дизайном своих ножей и не привлекает сторонних специалистов. И тем более не ворует дизайн у других, как некоторые китайские производители. На официальном сайте компании в разделе «О нас» я получил исчерпывающую информацию. Но узнать удалось еще и что Steel-Will принадлежит SMG Incorporated, которая больше известна нам по бренду Glacier, производителю пневматических пистолетов. Мне первый раз в руки попал нож этой компании еще в 2015 году и особого впечатления на меня не произвел. Честно говоря, в то время ножи от китайского Ганза были куда интереснее для меня, в первую очередь из-за соотношения цена-качество. Но несмотря на это, бренд Steel-Will быстро нашел своих фанатов и стал популярным. Сейчас компания Steel-Will предлагает широкий выбор ножей оригинального дизайна, и они действительно выделяются своим дизайном, и по набору материалов сейчас совсем не уступают конкурентам. Это все те же D2 на клинке и G10 на рукояти, и вариантов цветовых решений тоже несколько, практически для всех моделей. Данный нож относится к средней ценовой категории компании и производится в Китае. Нож поставляется по схеме коробка в коробке. В остальном ничего интересного. Стоит отметить, что конструкция ножа достаточно удачная, высокий спуск, тонкое сведение. Это дает отличный рез. Рукоять выполнена по классической схеме, но ощутимо толще конкурентов. Это кому как. Носить нож не так удобно, а ладонь он заполняет хорошо и работать им комфортно. Механика ножа – это лайнер-лок, система открытия флиппер, осевой винт на подшипниках, опять же все как сейчас модно. Флип нельзя назвать очень четким, но работает хорошо. Размеры ножа максимально стандартные, он не большой и не маленький, клинок порядка 9 см. Самый стандартный универсальный размер. Нож не тяжелый и не супер легкий, отлично подойдет для большинства задач. Его можно взять и в поход, и в карман на каждый день. Хищный вид клинка, прекрасно перекликающиеся отверстия в рукояти и клинке, удачно вписанная в дизайн клипса, яркий спейсер – все это создает свежий вид ножа, выделяющийся из стандартных вариаций складных ножей. Но меня не покидает ощущение, что что-то подобное я уже видел или держал в руках. Да, конечно, все ножи похожи друг на друга, но именно этот нож напомнил мне про другой нож, заслуживающий обзор в будущем. А что по минусам? Тут, как всегда, концепт хороший, материалы адекватные цене, покрытие клинка Black Wash, тоже хорошего уровня. А вот обработка всего остального, тут явно старались максимально все удешевить. Здесь явно грубо обработанные накладки рукояти, они чрезмерно толстые и без внутренних фасок. Максимально упрощенный и стандартизированный осевой винт, лайнеры тоже на среднем уровне. Но все это меркнет, когда пытаешься открыть нож, потянув за плавник клинка. Он просто максимально угловат. Они даже не пытались его как-то сгладить. Работает, конечно, все как должно, но палец начинает болеть уже после 5-7 открытий подряд. Куда приятнее открывать нож, как спайдерку. Когда я только начал щупать этот нож, он мне как раз и напомнил мой Spyderco T-Nations. И только потом я понял, что скример куда больше элементов позаимствовал от Kershaw Natrix. Все эти три ножа очень разные, и особенно по толщине. Но в голове аналогии возникают нелогичным путем, и иногда вообще неконтролируемым образом. В итоге сложно требовать от бюджетного ножа чего-то большего, чем у него есть. В конце концов, это отличный харизматичный дизайн, адекватные материалы и механика. Все это по нормальной цене, хотя сейчас так все поменялось, что понятие «нормальная цена» просто перестало существовать. В данном ценовом сегменте огромное количество складных ножей с подобными характеристиками, но данный нож подкупает своим ярким дизайном и способен поконкурировать с многими. Чем примечателен этот нож для нас сейчас? Когда уничтожены все международные связи и есть большие вопросы о нашем будущем, ножи Steel-Will с высокой долей вероятности можно будет приобрести на AliExpress.
так как они производятся в Китае, как и ножи компании Ганза. Надеюсь, что хотя бы это будет работать. Конечно, рассчитывать на то, что оригинальный, а не поддельный Steel с Алиэкспресса будет намного дешевле, чем в локальном магазине, не стоит. Если, конечно, у нас еще останутся ножевые магазины. Что будет дальше с каналом? Мне сложно планировать будущее. Сейчас не определено вообще будущее соцсетей. Мы уже практически потеряли Instagram, Facebook, и тут осталось дело за малым. Но так как практически больше трети моих просмотров происходит из других стран, работу канала будем продолжать. Сейчас доделаю незаконченные проекты, а потом буду думать, как актуализировать темы роликов, как доставать редкие санкционные ножи. Но это уже другой вопрос, который не дает мне покоя. Возможно, стоит переключиться на обзоры ножей и их подделок с AliExpress, или уйти полностью в теорию ножестроений. В общем, жду ваших предложений в комментариях. И еще, комментарии сейчас на канале какое-то время будут отключены. Все, что вы напишете, я, конечно, смогу прочитать. А будут ли эти комментарии опубликованы потом, я еще не решил. И, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и на наши соцсети, чтобы мы не потеряли друг друга в эти сложные времена.